Это трогательная история, еще одно доказательство того, что никогда не стоит терять надежду, даже если ситуация кажется безвыходной. Все началось в 2012 году, когда Стиви Роджер оставил своих двух собак, Кавика и Конана, во дворе, пока сам заходил в дом. Каким-то образом его домашние животные перелезли через ворота и убежали. Мужчина искал их всю ночь и узнал от соседей, что собаки попали на овечье пастбище его друга-фермера, и он застрелил их из оружия. Конан погиб на месте, а Кавик был ранен и исчез в лесу. Семья Стиви искала своего питомца уже несколько месяцев, размещая информационные листовки и предлагая вознаграждение за любую информацию о Кавике, но безуспешно. Владельцы также говорили о потере в социальных сетях, указывая свои контактные номера телефонов. Кавик – типичная папина собака, так что он может не подойти, если его позвать незнакомый человек. Если вы увидите собаку, позвоните по одному из этих номеров и сообщите, где она была замечена. Он напуган и может нуждаться в медицинской помощи, гласило сообщение. Время шло, и надежда найти Кавика уменьшалась с каждым днем. Через 8 лет после исчезновения зазвонил дом Стиви. Незнакомый мужчина сообщил, что увидел собаку, похожую на Кавика, в Бирмингеме, почти в 500 километрах от его дома. Собака полностью соответствовала описанию в интернете, только была очень худой. Стиви немедленно отправился. Он 4 часа ехал на машине, надеясь найти своего пропавшего друга. Мужчина не совершил долгий путь зря, это действительно был его любимый Кавик. Он посмотрел на своего хозяина, и слезы потекли из его глаз. Собака побежала к Стиви и начала лизать его лицо, как будто за эти 8 лет разлуки не существовало. Это была очень трогательная встреча. Стиви долго не мог поверить своим глазам. Он уже давно потерял надежду найти Кавика, и этот день казался ему нереальным. Щенка отвезли к ветеринару. Обследование показало, что он был недоеденным и обезвоженным. Кроме того, врач обнаружил небольшую опухоль на спине собаки, которую скоро придется удалить. Но для кого-то, кто бродил по улицам 8 лет, Кавик был относительно здоровым. Первую ночь собака спала на кровати рядом с хозяином, боясь оставить его хотя бы на минуту. Его путь к полному выздоровлению будет долгим. Теперь важно набирать вес постепенно, едя небольшими порциями, но часто, и избегать стресса. Однако владельцы Кавика готовы к любым трудностям. Они называют возвращение своего питомца рождественским чудом и удивлены тем, что произошло с ними. Спасибо за просмотр, подпишитесь на канал, где вы найдете еще больше интересных вещей, а также поставьте лайк и оставьте комментарий. Что вы думаете об этой истории?